Здорово, ребят! Хочу поделиться о больших работах и больших стратегиях. Посмотрите, какой большой город. Он прям, вот прям вот реально, прям вот он здоровый, вот прям вообще. И давайте посмотрим на эти вот камни. Это фундамент. Вот эти камни, они весят от 800 до 1000 тонн, там по разным источникам. Я их сам не взвешивал. Снизу, видите, камни как лежат аккуратненько. Все под одну линеечку. Между ними, в принципе, даже руку не всунешь. Даже сантиметра нет между камней. Вот эти вот камни, если вы видите, они были вставлены, а потом обтесаны. Видите, вставлены, и вон видите даже такие отверстия в камне. Это для того, чтобы обтесывать. То есть сначала положили камень весом в 1000 тонн, а потом его обтесывали. Если видим нижние камни, отверстия совершенно для другого. Они для того, чтобы камни просто было легче поднимать, то есть их. И вот это вот фундамент, видите, такой большой фундамент, вот в 2 слоя. Большой фундамент, весит 1000 тонн. Человечество до сих пор не знает, как положить эти камни, до сих пор. А посмотрим выше. Выше там чуть Римская империя, а потом еще выше. Арабы, Вавилон, настроили, куча красивых зданий. Но фишка такая, что самый большой фундамент был начат неизвестными до сих пор технологиями. Кстати, подразумевается, что строили те же самые ребята, что и строили пирамиды в Египте. И не закончено. Видите, вон дальше арабы как искривили, видите, шло все ровно, а потом пришли арабы и начали себя строить ограждения. Вот. И что хотел сказать. Я очень надеюсь, что ваши большие дела, которые были начаты, всегда будут закончены. И чтобы всякие долбоебы не заканчивали ваши дела криво. Как-то мне понравилась фраза Артемия Лебедева, что кто дизайн придумал, тот должен его и сделать, потому что по-другому дизайн будет очень кривым. И я очень желаю, чтобы, во-первых, конечно, разгадали загадки этих городов, как они могли поднимать вот такого типа камешки. Ну, и самое главное, хочу вам пожелать, чтобы вы свои большие дела, которые когда-то начали, не заделали вот таким вот арабскими вот такими вот кривыми узорчиками или вот такими, даже скажу, не побоюсь, хоть Римская империя была сильной, но она все-таки построила этот городок на чьем-то фундаменте. И, к сожалению, при том, что римляне были зачетными строителями, и, в принципе, после них, наверное, никто лучше не строил, все-таки они строили на чем-то фундаменте, и они были не лучшими. Если вы начали какой-то суперпроект, обязательно его закончите и достигните цель, чтобы город был таким настоящим, каким он был запланирован, а не то, что мы имеем сейчас. Дон, конечно же, самый большой в мире камень. Как мы видели, было 2 камня, а третий не дотащили. Как же выглядит этот наш третий камень? Всего лишь 1100 тонн. Вот такая маленькая фигня. Так вот он выглядит, наш камень. Теперь давайте посмотрим, насколько он геометричный. То есть геометрично правильный. То есть, в принципе, он нормально был вытесан. Видите? Здесь он, конечно, не идеально геометрически правильный. Хочу сказать, он прямой, просто с небольшими выгибами. То есть он сам по себе не кривой. Что очень странно. Положили 2 камня, третий не положили. То есть цивилизация распалась. А вот возьмем про нас, например, посмотрим, почему египтяне не смогли доложить этот камень. Давайте посмотрим еще технологии, которые все пользовались. То есть чем-то его долбили, причем довольно мягким. Вот. И самое интересное здесь, конечно, вот эти вот следы. То есть, получается, нужно было чем-то мега мощным его выскабливать. То есть, это камень. Попробуйте в камне сделать отверстие. И еще самое главное, это вот отверстие под камнем. Как его можно сделать? И оно на протяжении всего камня, если видите. То есть нужно было как-нибудь, то есть если бы это был какой-то напильничек супер-мега острый, алмазный, то как бы, нельзя его так просунуть. То есть нужно было как-то расслоить камень. И вот эти вот вещи даже, такие следы оставить, то есть нужно было прям легко. То есть кто-то должен был этот камень вытесывать просто как из масла. Вот. Ну и насколько он тяжелый, это самый большой в мире камень. К тому же нам повезло, что его не положили. То есть можем посмотреть, как его вытесывали. Что 10 тысяч лет его так и не сдвинули. Хотя технологии, как мы знаем, растут вверх. И видите его
В принципе, даже, можно сказать, так аккуратненько. Даже как-то так внизу подпилили. Вот. Как это все передвигали, непонятно. И даже если возьмем, что мы хотели его толкать вверх, то вопрос куда? Пилить эти скалы, чтобы просто его продвинуть вверх. И возьмем с того, что несколько камней здесь уже выпилили. Да? То есть выпилили первый камень, доставили, положили. Выпилили второй, а третий решили сделать побольше. Наверное, первые два легко дались. Вот так вот. Как это делали, технологически до сих пор непонятно. Я бы даже сказал вопрос, делали ли это люди, я тоже бы очень посомневался. Но об этом отдельное видео. Самый большой в мире камень, и нам очень повезло, что он не положен. Мы видели, как их, как говорится, выпиливали. И самое главное, есть полное подтверждение, что это не бетон. Вот одно подтверждение. А второе, то, что если бы бетон, его бы заливали бы на месте, они выпиливали бы такой самый большой в мире монолит. По времени он где-то датируется чем-то похожим, как египетские пирамиды. Хотя, конечно, вот смотрите, довольно камень мягкий. Камень, чтобы тащить и чтобы положить, он снизу должен быть идеально ровный. Он еще снизу не идеально ровный, он только так еще. Его специально сделали, то есть выпилить. Потом его нужно снизу сделать идеально ровным. И, естественно, мы видим, что он относительно хрупкий. То есть нельзя относительно хрупкий камень тащить на бревнах, как это говорят там местные историки. Он просто рассыпется по дороге частично. Будет по своим весам просто сыпаться. Вот. Вот так вот. То есть его теоретически нужно было просто поднять и поставить на место. Что делает это, в принципе, задачу практически невозможно. То есть его нужно сделать идеально снизу ровным, потому что он просто с другими камнями не сойдется. А второй его нужно дотащить так, чтобы он еще не рассыпался. Да. Вот такие вот у нас задачки.